Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это обзор выходного дня. Давайте рассмотрим текущую динамику в позициях SOTOS FTSE, какие изменения, какие движения и куда на предстоящей неделе в связи с этим пойдут рынки. Так, друзья, смотрите, как ни крути, энергетический кризис берет свое число буровых установок в Соединенных Штатах, неукоснительно продолжает расти. Но на текущий момент изменение таково, что нет никаких предпосылок для того, чтобы нефть начала отваливаться и двигаться вниз. То есть те процессы, которые происходят, несмотря на завершение автомобильного сезона, несмотря на другие факторы, фактор, который связан с различными вариантами ковида, все равно спрос на нефть продолжает расти, и это является следствием энергетического кризиса, сдвига энергетического баланса, попытка отказаться от угля, оно все привело к тому, что маятник вернулся на свое место. Так, далее у нас ВВП России 3,7%, он меньше предполагаемого, точнее, прошу прощения, предыдущего значения, которое было ранее. Здесь смотрите, какая ситуация. Если вы посмотрите динамику цен на нефть, то, соответственно, ВВП России должен неукоснительно расти. Тех, кто считает, что ВВП не связан с ценами на нефть и с объемами продаж энергоресурсов, они заблуждаются. Почему? Потому что многие другие отрасли, они взаимосвязаны и пронизаны с энергетическим и добывающим сектором. То, что касается сектора услуг, производства, там чего бы то ни было, оно все связано с тем объемом валюты, который поступает за продажу энергоресурсов. И поэтому можно как угодно считать, что угодно, какие угодно допущения строить, но если страна реально продает только энергетические ресурсы, кто-то скажет, еще есть оружие, еще есть космос, но здесь надо четко понимать, что продажа оружия во всех странах, не только в России, в Соединенных Штатах, Великобритании, Франции, это очень специфическая отрасль, потому что, во-первых, как правило, оружие продается в кредит, и эти кредиты потом очень хитро гасится или не гасится, там целые истории бывают. Причем это повсеместно, это не только в России. В Соединенных Штатах, там во Франции там периодически выясняется, что как-то там что-то потом непонятно как отдавали. Это нормальная ситуация, это то, что касается экспорта так называемого высокотехнологического оружия. То же самое касается космических технологий и так далее. Там всегда есть определенные моменты. Но, в общем, те сферы, которые непрозрачны, практически во всех странах, они работают единообразно, и они приводят к тому, что вроде как там какие-то вроде бы высокие технологии производятся, но на самом деле от них толку экономики особой нету, как это ни парадоксально. Потом следующий момент. Продажа оружия любой страной, без исключения. Это, по сути, деструктивный компонент ВВП, потому что проданное оружие, оно приводит к тому, что в мире накапливается напряжение, рано или поздно происходят войны, кровопролития, и все это весьма негативно влияет на благосостояние и жизни людей, и на развитие мировой экономики. Поэтому здесь с такой нефтью, если все как бы нормально, все в порядке, в России должен был произойти и продолжение роста ВВП. То есть сейчас рост есть, но этот рост он не соответствует той динамике, которая идет в энергоресурсах. Так, надеюсь, после всех этих тайн, оглашенных мной, меня иллюминаты ничего со мной не сделают. Это шутка, конечно. Так, возвращаясь к тому, что происходит с экономикой ВВП России, поскольку этот фактор, он неотступно с нами связан, следует, можно посмотреть курс рубль-доллар. Я думаю, рубль-доллар, он наиболее показательный. Рубль-евро, там возможны определенные варианты, нюансы. И вы увидите, 72,5, все, дальше его выкупают, не дают идти, укрепляться. Соответственно, почему это происходит? Это происходит потому, что, видимо, есть очень основательные негативные ожидания в будущем. Кто-то скажет, это геополитика. На самом деле геополитика, она является всего лишь некой ветошью, которая лежит на теле экономики, не более и не менее. Также бытует определенная точка зрения, которую я недавно видел на нескольких ресурсах, о том, что будут какие-то переговоры с администрацией США
там разные дипломаты, представители могут приехать, и после этого вроде бы все будет хорошо, санкции отменят и так далее и тому подобное. Но я бы насчет этих встреч и переговоров особых иллюзий бы не строил. Почему? Потому что, по моему глубокому убеждению, ключевая составляющая курса валюты и рубля в том числе, это то, что происходит с экономикой. Не геополитика. Геополитика – ветошь, которая лежит сверху. Не более и не менее. Да, она в коротком перспективе может вызвать какие-то изменения, потрясения. Но потом все выравнивается, и если есть какие-то недостатки, нюансы, провалы, они как бы в большей степени рулят практически на 75-90%. А, соответственно, то, что называется санкционным давлением, является комплексным отображением тех процессов, которые происходят в стране. Здесь на самом деле имеет место быть сложная зависимость, потому что, с моей точки зрения, нельзя все воспринимать вот как черное и белое. Да? То есть сказали санкции, значит все, рубль должен рухнуть. Нет, здесь совсем по-другому. Ведь воздействие со стороны Запада, оно возникает, когда происходит изменение в стране, которые вызывают изменение экономики. И поэтому с этой точки зрения они могут являться всего лишь одной из компонент тех процессов, которые происходят в экономике. Надеюсь, я не слишком сложно сказал. Так, друзья, давайте перейдем к нашим сотам SFTC. По алюминию количество лонгов спекулянтами сохраняется. Обращаю внимание, это позиции американских спекулянтов, которые на вечер вторник их, соответственно, заявляют, показывают в пятницу вечером. Но есть определенная положительная, не всегда положительная, иногда она отрицательная, в зависимости от ситуации, корреляция между изменением позиций и тем, куда пойдет актив в ближайшее время. Итак, по алюминию здесь предполагается консолидация, движение в боковике. По меди начинается постепенная просадка, сокращение лонгов. Но здесь, скорее всего, ожидания в части мировой экономики, то, что невозможно выполнять запланированные промышленные заказы из-за сбоя логистических цепочек и проблемы с выработкой полупроводников. Кстати, по поводу производства полупроводников ситуация, она несколько, ну скажем так, немножко неожиданная была. Почему? Потому что, несмотря на пандемию и так далее, по логике вещей, полупроводниковые компоненты, микросхемы – это то, чего не должны были сокращать. Их должны были увеличивать, либо как минимум оставлять на предыдущем уровне. Вот, поэтому вся эта ситуация, она несколько, с моей точки зрения, наверное, определенным образом создана. Ну или, по крайней мере, усугублена. То есть был какой-то дисбаланс, диспропорция, и, возможно, то есть здесь как-то все пустили по такому пути, что возникло то, что мы сейчас получили. Так, ну по нефти начинается отскок, по нефти лонги спекулянты увеличивают. Ну если смотреть, что происходит по нефти, то здесь, соответственно, идет выход наверх, хотя динамика соотношения спроса и предложения на четвертый квартал, она должна была подтвердить, что здесь, соответственно, будет боковик. И отсюда разовьется коррекционное движение на 72-70 по Brent. Но то, что происходит в газе, то, что происходит в угле, энергетический кризис, соответственно, оказывает давление и на нефть. Потому что, во-первых, нефтью в каких-то случаях можно заменить и газ, и уголь в части использования для выработки электроэнергии. И вообще, как бы, если начинается движение наверх по основным компонентам в энергетическом секторе, то, соответственно, нефть, но ее просто будут тащить независимо ни от чего наверх. Текущие изменения в позициях SOT SFTC по нефти указывают, что предстоящая неделя будет по нефти попытка движения на 84 и там закрепиться. Так, друзья, далее природный газ. Здесь в пределах определенного значения минус 140 тысяч, соответственно, 140 тысяч шортов идет движение. Но здесь по газу, я думаю, что просто кто-то попал очень крупно. И поэтому шорты остаются, была попытка их позакрывать, но, видимо, потом кто-то пересмотрел свою точку зрения и, соответственно, продолжил ставку на то, что газ будет падать.
Я думаю, сейчас вероятность такого процесса очень невелика, потому что действительно то, что произошло, энергетический сдвиг привело к кризису. Единственное, что сейчас может произойти, то, что остудит вот эту ситуацию, это какие-то кризисные, очень негативные явления в Китае, ну или в Европе. Соответственно, если там все останавливается из энергетического кризиса, то мы, конечно, увидим падение цен и на газ, и на нефть, и на все остальное. Но на текущий момент такого сигнала, что вот в ближайшие неделю-две будет обвал, его я не наблюдаю. Так, друзья, далее золото. Смотрите, по золоту произошло снижение лонгов. И действительно, если ориентироваться на недельный график, здесь пока что нельзя сказать, что произошел разворот и золото будет расти. Хотя, по сути, отбой от уровня произошел. Но вот этот перелом, который был ранее, он вообще по логике вещей должен был закончиться либо раньше, либо движение должно дойти до 1680-1650. Этого на текущий момент не произошло. И поэтому по золоту, исходя из вот этой динамики движения, я думаю, нужно ориентироваться на ежедневные изменения, потому что несколько противоречивые те данные, которые поступают на недельном таймфрейме. Так, друзья, далее серебро. Здесь ситуация более прозрачная, более понятная. Судя по тому, что произошло изменение позиции, серебро на предстоящей неделе будет либо консолидироваться, либо пытаться отскочить. Да, есть определенные расхождения между металлами, потому что серебро, оно, во-первых, еще не переписало свои исторические максимумы, в отличие от золота. И второй момент, серебро – это, по сути, металл будущего, металл зеленых технологий. По крайней мере, для солнечных батарей оно сейчас очень необходимо. Так, друзья, палладий. Ну, по палладию полный ахтунг. Идет наращивание шортов. Ну и ситуация, она вполне в данный момент времени понятна, потому что сокращение выпуска автомобилей, оно подрезает спрос на палладий. Соответственно, неизбежно привело к такому коррекционному движению. Но, опять же, на предстоящей неделе мы посмотрим, как будут развиваться события, потому что удержание уровня 1750 по палладию может привести к тому, что после определенной консолидации возникнет отскок. Так, друзья, ну и платина. Здесь ситуация схожа с серебром. Здесь идет наращивание лонговых позиций. И, соответственно, по платине, видимо, в ближайшее время будет движение наверх, ну, либо как минимум консолидация. То есть здесь на снижение по платине никаких сигналов, в отличие от золота, нету. Я думаю, здесь в платине все гораздо прозаичнее. Если там, допустим, рассматривать золото или серебро, в платине просто идет перетекание из ставок, которые делали на палладий, в платину. Потому что, ну как ни крути, металл, они близнецы. Соответственно, спред между ними должен сократиться, либо быть равным практически нулю. А то движение, которое было в палладии, вот этот вот мощнейший рост, ну, это было связано прежде всего с той ситуацией, что палладий долгое время был недооценен. И в какой-то момент эта недооценка, она вылилась в переоценку. Да, то, что касается технологий, связанных с водородом, палладий, он все-таки немножко более эффективен, чем платина. Но, с другой стороны, это немножко чуть более эффективен, это не значит, что он дороже там, в 2-3 раза будет стоить. По сути, они братья-близнецы, и там, где применяется палладий, там может применяться платина, и наоборот. Итак, друзья, по платине, я думаю, на предстоящей неделе мы увидим, наверное, все-таки рост. Так, друзья, далее Рассел, но не тот, который Кроу, а который индекс. Но здесь что мы видим? Идет постепенное сокращение шортов. То есть спекулянты делают на то, что по Америке будет продолжаться позитивная динамика в экономике Соединенных Штатов. Да, пока что нулевую линию не пересекли, но здесь есть определенные признаки разворота. Это достаточно оптимистично с моей точки зрения, потому что как раз Рассел – это индекс малой и средней капитализации компании, это то, чем Америка дышит. Бизнес, малый и средний бизнес. Так, ну и вот Dow Jones тоже порадовал, здесь режут шорты, и, соответственно, он стремительно идет к нулевой отметке. Индекс ржавого пояса
пытается отскочить и начать расти. Так, друзья, далее NASDAQ. По NASDAQ ушли в отрицательную зону, но здесь вполне естественные процессы происходят. Потому что если идет такой рост цен на энергоносители, волей-неволей будет возникать перекладка из одних секторов в другие сектора. Соответственно, хай-тек, который перекуплен, его начинают остужать. Так, друзья, ну вот S&P, по нему тоже позитивная динамика, как и по индексу Dow и по индексу Russell, в отличие от NASDAQ. Соответственно, на предстоящую неделю ставка будет заключаться в том, что будет позитив, судя по всему, в индустриальных компаниях, в нефти, газодобытчиках американских, но хай-тек, тот же Apple и другие компании, они, скорее всего, будут находиться под давлением, исходя из такой диспозиции по индексам. Так, двигаемся дальше. Дальше у нас японская иена, но здесь небольшой, небольшой, тут достаточно приличный прирост шортов, но здесь надо понимать, что евро-доллар, они приблизительно в таком колебательном контуре уже какое-то время и находятся. Так, далее рубль-доллар. Рубль-доллар, здесь пошла динамика наращивания лонгов. Так, друзья, и здесь по рублю получается ожидание, в лучшем случае нейтральные, а вообще позитивные у американских спекулянтов. Текущая цена на нефть, на газ дает для этого все основания, для того, чтобы у них были позитивные ожидания. Но при этом должен отметить, что рост на кредитно-дефолтные свопы, по крайней мере короткие, которые до 10 лет, 6 месяцев, 5 лет, 10 лет, он продолжается. То есть делают ставку на то, что риск, связанный с Россией, будет возрастать. Так, и далее евро. Евро не любят, из евро выходят и ожидают, что оно будет оставаться либо в районе текущих уровней, либо пойдет еще ниже. Как говорится, гуляй Америка, мерзни Европа. Так, друзья, давайте пробежимся по позициям на форце, какие ожидания на понедельник, на первую половину дня. То, что касается РТС, здесь, соответственно, ставка на коррекционный откат. Сбербанк, здесь тоже юрики делают ставку на то, что Сбербанк будет, по крайней мере, в первой половине дня в понедельник корректироваться. Так, по Газпрому ситуация аналогичная. По ВТБ тоже ставка на то, что ВТБ будет проседать в понедельник с утра. По Норильскому никелю тоже. Так, а вот то, что касается рубль-доллар, здесь ставка на укрепление рубля. И получается, есть определенный диссонанс между теми ставками, которые сделали по акциям и индексу, и, соответственно, по той ставке, которую сделали в рубль-доллар. Ситуация несколько искусственная. И это даже хорошо, потому что уже на протяжении длительного времени 72,5 по споту – это определенный уровень, ниже которого рубль не уходит, не укрепляется особо сильно, его в этом диапазоне и держит. То есть это говорит о том, что валюту скупают и чего-то ждут. Так, далее евро-доллар. Здесь ставка на продолжение снижения евро к доллару, но она несколько размытая, неуверенная. Так, и по золоту ставка на коррекционный откат. То есть на то, что золото должно немножко остыть. Так, друзья, в общем-то все. Это основная информация, которую хотел до вас донести. Хороших вам выходных, набраться сил и в понедельник в бой с новыми силами. Счастливо!